8 марта 2026 года, дата, которую монах со Святой горы Афон называл точкой без возврата. Старец, проживший 94 года в строгом уединении, человек, который встречался с патриархами и президентами, но отказывал во встрече миллиардерам, произнес свое последнее пророчество за 3 дня до смерти. Он не говорил о конце мира, он назвал точную дату и описал 3 беды, которые обрушатся на мир одна за другой. Первое начнется ровно в полночь по московскому времени, второе придет спустя 48 часов, третье накроет землю через неделю после второго. И самое страшное – это не природные катастрофы. Это то, что люди создали сами, своими руками, своими решениями и своим выбором. Сейчас мы откроем то, что пытались скрыть даже внутри Ватикана. Вы узнаете, почему представители спецслужб 3 государств тайно прилетали на Афон зимой 2025 года. Вы поймете, о каких 3 бедствиях говорил монах и почему именно 8 марта. И главное, вы узнаете, можно ли это остановить или время уже потеряно. Но чтобы понять всю глубину этого пророчества, вам нужно дослушать эту историю до конца, потому что самое важное откроется только в последних минутах. Афон – Святая гора, место, где время течет иначе, 20 монастырей, раскинутых по скалам полуострова в северной части Греции. Женщинам вход запрещен уже больше 1000 лет. Мужчины попадают сюда только по особому разрешению, которое дают всего на 4 дня. 4 дня, чтобы прикоснуться к вечности. Здесь, в большинстве келий, нет электричества, нет интернета, нет телевизоров, только молитва, труд и тишина. Именно здесь, в одном из самых удаленных скитов, в нескольких часах пешего пути от ближайшего монастыря, жил старец Серафим. Его мирское имя знали единицы. После пострига в монахи в 1951 году он взял имя Серафим в честь саровского чудотворца. 50 лет он прожил в келье размером 3 на 4 метра. Каменный пол, деревянные нары, икона, лампада и больше ничего. Летом жара под 40 градусов, зимой сырой холод, от которого не спасает даже толстая ряса. Он никогда не жаловался, когда его спрашивали, как он выдерживает. Отвечал: «Просто человек привыкает. Душе не нужен комфорт. Первые 20 лет о нем никто не знал. Обычный монах, как сотни других на Афоне. Молится, работает в огороде, переписывает священные тексты. Но в 1973 году случилось событие, после которого к его келье начали приходить паломники со всего мира. Землетрясение на греческом острове Закинф магнитудой 6,4 балла. Разрушено больше половины зданий, погибли 23 человека. Греция в трауре, Европа потрясена. А старец Серафим за 3 недели до катастрофы говорил: «Братья монастыря земля», закричит на западе острова. Многие дома падут, но храмы устоят. Монахи тогда не придали словам значения, мало ли что говорят старики. На Афоне хватает тех, кто видит видения после долгих постов и ночных бдений. Но когда произошло именно то, о чем он предупреждал, к нему пришел игумен монастыря и спросил: «Откуда ты знал?» Серафим ответил: «Я не знал. Мне показали, кто показал. Тот, кто видит все наперед». С того момента слухи о прозорливом старце начали расходиться за пределы Святой горы. Сначала приезжали греки из соседних городов, потом русские, сербы, болгары. Позже стали появляться те, кого монахи называли людьми от мира, те, кто приезжал не за молитвой, а за сведениями. Бизнесмены спрашивали о сделках политики, о выборах военных, о конфликтах. Старец принимал всех одинаково, без разницы. Бедный ты или богатый грешник или праведник. Он смотрел в глаза и говорил то, что видел. Иногда его слова утешали, чаще предупреждали. Но он никогда не лгал из жалости. Правда есть правда, даже если она режет как нож. В 1999 году к нему приехал человек из Москвы, высокопоставленный чиновник из администрации президента. Его имя до сих пор держится в секрете. Встреча длилась 40 минут. О чем они говорили, неизвестно. Но когда чиновник вышел из кельи, сопровождавшие его охранники увидели, что его лицо стало белым, как мел.
а руки дрожали. Он сел на камень у входа, долго молчал. Потом сказал одну фразу: «Он знает то, чего знать не может». Через полгода этот человек ушел в отставку, раздал все имущество и ушел в монастырь. Сейчас он живет где-то в Псковской области под именем Инок Иннокентий. На любые вопросы о той встрече отвечает одинаково: «Не мое дело говорить о том, что сказал мне старец. Каждый услышит свое, когда придет время». В 2008 году произошел случай, который потряс даже опытных монахов. Греческий предприниматель Димитрис Папас прилетел на Афон на вертолете. У него были связи, деньги, влияние. Он получил особое разрешение на посещение без очереди. К старцу Серафиму он пришел с конкретным вопросом, продавать ли ему свою долю в судоходной компании, сделка на 40 миллионов евро. Покупатель требовал решения в течение недели. Серафим выслушал и ответил коротко: «Не продавай через полгода. Твой покупатель обанкротится, ты потеряешь все». Димитрис не поверил: 40 миллионов. Это 40 миллионов. Он продал свою долю. Ровно через 6 месяцев компания покупателя объявила банкротство. Началось расследование. Выяснилось, что руководство годами выводило активы, скрывало убытки и подделывало отчетность. Акции упали до нуля. Димитрис потерял все вложенные деньги. Он вернулся на Афон через год, упал перед старцем на колени. «Прости меня, я не послушал». Серафим поднял его и сказал: «Тебе не нужно было терять 40 миллионов, чтобы понять одну простую вещь. Богатство не в деньгах, богатство в том, чтобы слышать правду и следовать ей. Теперь ты научился слышать дорогой урок, но ты его запомнишь. Таких историй десятки. Все они записаны в монастырских архивах, в свидетельствах паломников и письмах. Старец Серафим предсказал экономический кризис 2008 года. За 2 года до его начала он назвал точный месяц начала пандемии 2020 еще в 2019. Он говорил о войнах, переворотах и природных катастрофах. И каждый раз это сбывалось не приблизительно, а точно до деталей. Скептики пытались объяснить это совпадениями, мол, если предсказывать достаточно много, что-то все равно сбудется. Но математика против них, вероятность случайного совпадения 15 конкретных событий с точностью до года меньше 1 миллиардной доли процента. Это не совпадение, это знание. Но самое страшное пророчество старец произнес в последние дни своей жизни. Декабрь 2025 года. Ему 94. Тело изношено постами и трудами. Он почти не встает с постели, дышит тяжело. Врачи из Салоник приезжали, предлагали госпитализацию, но он отказался. «Зачем больница? Мое время заканчивается. Я знаю точную дату, мне показали. 7 января 2026 года, в день Рождества, по старому стилю я уйду». Монахи не поверили, думали старческий бред. Но он был спокойный и ясный. «Перед смертью я должен сказать то, что мне велено, последнее предупреждение, самое важное из всех, что я говорил за эти годы». 3 января к его постели собрались 7 монахов, среди них игумен монастыря, 2 иеромонаха, 3 монахов и 1 послушник, который записывал слова. Старец попросил воды, сделал несколько глотков, перекрестился и начал говорить: «Слушайте внимательно. Я скажу это 1 раз, записывайте каждое слово. 8 марта 2026 года начнется то, о чем люди не хотят думать. Но что неизбежно. 3 бедствия обрушатся на мир. Не природные, не стихийные, а человеческие, от гордыни, жадности и глупости людей. Первое бедствие, экономическое, в полночь. По московскому времени рухнет то, во что люди верили больше, чем в Бога деньги. Не все деньги сразу, но система, на которой держится весь финансовый мир, даст трещину. Это будет как первый камень, сорвавшийся с горы перед лавиной. Люди проснутся утром и увидят, что их счета заморожены. Банкоматы не работают, переводы не проходят, биржи остановлены. Паника начнется не сразу. Первые сутки все будут думать, что это техническая ошибка. На вторые сутки придет понимание. Это не сбой, это обвал. Старец замолчал. Закрыл глаза. Монахи подумали, что он уснул. Но через минуту он продолжил. Второе бедствие политическое через 48 часов.
после первого, когда мир еще будет в шоке от экономического краха, произойдет то, что изменит карту мира. Падет правительство крупной европейской страны. Не из-за выборов и не из-за переворота. Само рухнет от внутреннего разложения, как дерево, которое снаружи кажется крепким, но внутри изъедено жуками. Один порыв ветра, и оно падает. Этот порыв ветра 8 марта, какую именно страну он не назвал, но дал подсказку: там, где сейчас громче всех кричат о демократии и свободе, там и рухнет первым. Где больше всего лжи, там больше всего гнили. Монахи переглянулись. Один из них спросил: батюшка, а Россия, что будет с Россией? Старец открыл глаза и долго посмотрел на спросившего. Россия пройдет через огонь, но не сгорит. У нее особый путь, ей придется выбрать: или стать частью рушащегося мира и упасть вместе с ним, или остаться в стороне и выжить. Но ценой изоляции выбор будет сделан в марте 2026 года тем, кто придет после нынешнего. Больше он об этом не говорил. Третье бедствие информационное. Через неделю после второго мир захлебнется ложью. Люди перестанут понимать, где правда, а где подделка. Технологии, которые должны были служить человеку, обернутся против него. Искусственный разум, которым так гордятся, ученые, выйдет из-под контроля. Не в том смысле, что машины восстанут против людей. Нет, хуже машины начнут создавать такую реальность, где люди перестанут отличать правду от вымысла. Каждый будет видеть то, что хочет видеть. Каждый будет слышать то, что хочет слышать. И никто не сможет договориться, потому что у каждого будет своя правда. Это и есть настоящий апокалипсис. Не огонь с неба и не потоп, а распад общей реальности. Один из монахов не выдержал и спросил: батюшка, но ведь это ужасно, неужели нет спасения? Старец слабо улыбнулся. Спасение есть всегда для тех, кто захочет его найти. Но большинство не захочет. Большинство выберет жить в удобной лжи, чем в неудобной правде. Спасутся те, кто сохранит ясность ума и чистоту сердца, кто не поддастся панике, кто не побежит за толпой, кто останется человеком. Когда вокруг все превращаются в обезумевшее стадо. Он говорил еще 2 часа, монах. Писарь исписал 30 страниц. Все записано, каждое слово. Эти записи хранятся в сейфе игумена. Доступ к ним имеют только 7 человек. Те монахи, которые были свидетелями, копии отправлены в Константинополь, в Москву и в Иерусалим, в надежные руки. На случай, если на Афоне что-то случится. Мы не знаем полного текста, известны только фрагменты, которые процитировали позже. Но даже эти части рисуют картину, от которой кровь стынет в жилах. 7 января 2026 года в 4:20 утра старец Серафим тихо умер без мучений. Как и предсказывал, последние слова, которые он сказал: «Я видел. Теперь вы знаете дальше ваш выбор». Его похоронили на монастырском кладбище, простая могила. Деревянный крест, никаких памятников, так он завещал. Но уже через неделю к его могиле начали приходить люди. Сначала монахи, потом паломники, потом совсем чужие. Те, кто прочитал в интернете о последнем пророчестве. Кто-то верил, кто-то смеялся. Но все чувствовали. Одно время, о котором он говорил, приближается. 22 января 2026 года до 8 марта остается чуть больше месяца. Мир живет обычной жизнью, биржи торгуют, правительства, собираются, люди строят планы на будущее. Никто не верит, что через месяц все может измениться. Никто не хочет верить, потому что если поверить, придется что-то делать. А что делать? Никто не знает. Запасать продукты, снимать деньги со счетов, уезжать из городов. Куда и зачем? На основании слов умершего старика с греческой горы. Скептики говорят, это очередное ложное пророчество, таких за историю были тысячи. Назначали конец света на 2000 год, не случилось. Потом на 2012 опять мимо. Теперь вот 8 марта 2026 года тоже ничего не произойдет. Жизнь продолжится, как обычно. Но есть детали, которые заставляют задуматься даже скептиков. В январе 2026 года 3 крупнейших хедж-фонда мира вывели активы из рисковых инструментов.
Миллиарды долларов переведены в золото и государственные облигации. Официальная причина – переоценка рисков из-за геополитической нестабильности. Но инсайдеры говорят другое. Руководители этих фондов получили информацию из источников, которые никогда не ошибаются. Что это за источники, никто не поясняет. В начале февраля спутники заметили странную активность на военных базах 3 стран – США, Китай и Россия. Почти одновременно повышенная боеготовность, переброска техники, будто все трое готовятся к чему-то серьезному, но официально молчат. Аналитики недоумевают, никаких предпосылок для обострения. Нет, переговоры идут, конфликты заморожены. Тогда зачем такие приготовления? 10 февраля Ватикан сделал необычное заявление. Папа Римский призвал всех католиков провести 8 марта в посте и молитве. Молиться о мире, о разуме и о спасении душ. Формулировка расплывчатая, но те, кто следит за действиями Святого Престола, знают Ватикан. Просто так не призывает к молитве в конкретный день, значит, причина есть и причина серьезная. 15 февраля в сеть попала запись разговора 2 высоких чиновников из правительства одной европейской страны. Имена скрыты, но эксперты подтвердили подлинность голосов. В разговоре один говорит другому: «Если то, что нам сказали, правда, то через 11 дней все полетит к чертовой матери. У нас вообще нет плана. Мы даже не понимаем, с чего все начнется». Второй отвечает: план простой. Делаем вид, что ничего не происходит иначе. Паника начнется раньше времени. А паника хуже самого события. Запись удалили через 2 часа, но за это время ее скачали больше 50 тысяч человек. И она разлетелась по мессенджерам. Официальные лица заявили, что это фейк, созданный нейросетями, но специалисты по звуку изучили запись и не нашли признаков синтеза. Либо это гениальная подделка, либо правда. А если правда, тогда главный вопрос: что именно знают эти чиновники и почему молчат? Теперь вернемся к монаху. Старец Серафим был не единственным, кто говорил про 8 марта. Существует еще 3 независимых источника. Первый русский старец из Псковской области, схимонах Иларион, умер в 2024 году. За год до смерти сказал своему духовнику: «Февраль 2020. 6-го станет месяцем, когда старый мир начнет умирать. Не сразу, а медленно, как больной в агонии. Сначала откажут деньги, потом власть, потом правда». Духовник тогда не придал значения, подумал: бред умирающего. Но после смерти Илариона нашли его записи, дневник, который он вел последние 10 лет. Там черным по белому написано 8 марта 2026 года. В 00 начнется отсчет 72 часа до 1, 48 часов до 2, 7 дней до 3, всего 12 дней, которые изменят все. Дневник передали в Троице-Сергиеву лавру. Настоятель прочитал, побледнел и приказал никому не показывать. Но копия все равно утекла. Сейчас она ходит по рукам среди верующих. Второй источник – американский священник, отец Джозеф из штата Монтана, католик. Он не имел никаких связей с православными старцами. В 2023 году во время молитвы у него было видение. Он описал его. «Так я увидел календарь февраль 2026 года. На числе 8 стояла красная отметка. 3 молнии ударили с неба, первая в банк, вторая в здание правительства, третья в экран компьютера. И голос сказал: 3 столпа, деньги, власть, истина». Джозеф рассказал об этом на исповеди своему епископу. Епископ посоветовал молчать, мол, видения бывают разные, не стоит сеять панику. Джозеф послушался, но в конце 2025 года не выдержал, выложил видео на Ютубе и рассказал все. Видео набрало 3 миллиона просмотров за неделю. Потом его удалили за нарушение правил сообщества. Какое именно нарушение, не уточнили. Но Джозеф успел переслать запись нескольким надежным людям, и она время от времени появляется снова. Каждый раз ее удаляют, но она все равно живет. Третий источник – самый необычный буддийский монах из Тибета. Тензин Дордже 87 лет прожил, 60 лет в монастыре, на высоте 4000 метров.
Никогда не покидал Тибет, не знает русского, английского или греческого. Говорит только по-тибетски и немного по-китайски. В ноябре 2025 года он сказал своим ученикам через переводчика: «Вижу большую волну. Она придет с запада. Февраль станет месяцем волны. Сначала накроет тех, у кого много денег, потом тех, у кого много власти, потом тех, кто думает, что знает правду. Волна смоет старое. А что останется, неизвестно». Ученики спросили: «Учитель, что нам делать?» Он ответил: «Держитесь за то, что не смоет никакая волна. За сострадание, за мудрость и за покой в сердце. Все остальное временно». Эту историю рассказал паломник из России, который был в том монастыре в декабре 2025 года. Он записал слова монаха на диктофон. Запись есть на тибетском, и независимые переводчики подтвердили, что перевод точный. Итак, 4 человека из разных стран и разных религий не знакомы друг с другом и не могли договориться. Но все 4 говорят об одном, а 8 марта 2026 года о 3 бедствиях и о начале крушения Старого мира. Совпадение, или они увидели одно и то же, каждый по-своему? Скептики требуют доказательств. Хорошо, посмотрим на факты. Экономика мировой долг сейчас составляет 307 триллионов долларов. Это в 3,5 раза больше мирового. ВВП. Система держится на том, что все верят, она будет работать. Но что если вера пошатнется, что если триггер, о котором никто не думает, сработает именно 8 марта, ни война, ни санкции, а простой технический сбой в одной из ключевых клиринговых систем. Вся мировая торговля остановится. За 24 часа банки не смогут проводить платежи биржи, не смогут закрывать сделки. Паника на рынках, обвал. Именно это и описывал старец Серафим. Первое бедствие – удар по деньгам. Политика в Европе сейчас несколько стран на грани внутреннего кризиса. Франция, где уже 3-й месяц идут массовые протесты. Германия, где правящая коалиция трещит по швам. Италия, где правительства меняются почти каждый год. Любая из этих стран может рухнуть в любой момент, достаточно одного толчка, экономический кризис, и станет этим толчком, когда люди проснутся утром 9 марта и увидят, что их деньги обесценились, что банки закрыты и зарплаты не выплачены. Они выйдут на улицы. Миллионы людей, и никакая полиция их не остановит. Правительство падет за 48 часов. Именно это и говорил старец. Второе бедствие через 48 часов после первого. Информация и искусственный интеллект уже сейчас создают видео, которые невозможно отличить от настоящих, генерируют голоса лица и целые новостные сюжеты, что если на пике кризиса кто-то запустит волну фейков, президент объявляет войну. Но это не президент, а дипфейк, Центробанк, сообщает о девальвации. Но это подделка. Как проверить? Никак. Связь перегружена, официальные сайты не открываются, новости противоречат друг другу. Каждый канал говорит свое, кому верить, никому. И в этом смысл 3-го бедствия, распад единой реальности, каждый в своем информационном пузыре, договориться невозможно. Вот сценарий, который монах увидел за месяц до его возможного воплощения, конкретный, пошаговый и логичный, никакой мистики, только анализ текущей ситуации и проекция на месяц вперед. И самое тревожное, все это действительно может случиться. Не обязательно 8 марта, может 15 марта, может 3 апреля. Но триггеры уже заложены сейчас. Система нестабильна, достаточно одного толчка. И вот вопрос, на который никто не может ответить, откуда монах знал именно эту дату. 8 марта 2026 года, не просто февраль, не зима, а конкретно 8 марта в полночь по московскому времени. Как он мог это знать? Версии разные. Одни говорят божественное откровение, другие – расчеты на основе скрытых закономерностей, третьи – доступ к секретной информации от инсайдеров. Но ни одна версия не объясняет точность до дня и до часа. Есть еще одна деталь, о которой мало кто знает. Старец Серафим перед смертью передал письмо, запечатанный конверт. На конверте надпись «Вскрыть 7 марта 2026 года». Конверт находится у игумена монастыря, и он дал слово открыть его строго в указанный день, не раньше. Что внутри, никто не знает.
Но монахи, которые присутствовали при передаче, говорят, старец сказал, там написано, что нужно будет сделать, когда все начнется. Инструкция для тех, кто захочет спастись. Через 4 дня мы узнаем, что там написано, и игумен пообещал обнародовать содержание сразу после прочтения. Если, конечно, в письме не будет написано «молчать». Тогда мы можем не узнать никогда, но, допустим, письмо настоящее. И там действительно инструкция, что там может быть написано. Варианты первые: храните наличные, снимите деньги со счетов до 8 числа. Второй: запаситесь продуктами на 2-3 недели, не паникуйте, но будьте готовы к перебоям с поставками. Третий: не верьте всему, что увидите и услышите после 8 марта. Проверяйте информацию из разных источников. Четвертый: держитесь вместе, семья. Друзья, соседи одному труднее. Но, возможно, там написано совсем другое. Молитесь, покайтесь, простите всех. Духовные советы, а не практические. Для монаха спасение – это не еда и деньги, а состояние души. Спастись значит сохранить человечность, когда вокруг ее теряют. Мы узнаем через 4 дня. А пока давайте разберем вопрос, который многих волнует. Можно ли предотвратить то, что предсказано? Ответ сложный. Если старец действительно видел будущее, а не угадывал, значит, это будущее уже существует в каком-то виде. Но существование будущего не означает его неизбежность. Квантовая физика говорит будущее вариативно. Существует множество вариантов, и выбор происходит каждую секунду. Что выбираем мы сейчас, то и материализуется. Старец показал один из вариантов, самый вероятный на момент его видения. Но вероятность не приговор, если достаточно людей изменят свое поведение. Вариант может измениться. Вопрос только в том, что именно менять. И здесь самое интересное: старец говорил о 3 бедствиях, но также говорил о 3 противоядиях. Противоядие от первого бедствия экономического кризиса, отказ от жадности, не накопление, а щедрость. Помогайте тем, кто слабее, делитесь. Когда система основана на бесконечной наживе, она обречена. Когда люди думают только о своей выгоде, они строят карточный домик, подует ветер и все рухнет. Но если в основе взаимопомощь, система становится устойчивой и ей не страшны кризисы, противоядие от 2 бедствия политического коллапса, ответственность. Не перекладывайте решения на правительство, не ждите, что кто-то придет и все исправит. Вы и есть те, кто должен действовать в своей семье, в своем дворе, в своем городе, снизу вверх, а не сверху вниз. Когда люди пассивны, власть гниет. Когда люди активны, власть вынуждена служить. Противоядие от 3 бедствия информационного хаоса. Критическое мышление. Не верьте всему, что говорят. Проверяйте, думайте своей головой, не бегите за толпой. Толпа слепа, она бежит туда, куда ее гонит страх. А страх – плохой советчик. 3 простые вещи – щедрость, ответственность, критическое мышление. Если бы каждый применял их в жизни, никакие бедствия были бы не страшны. Но проблема в том, что большинство не применяет. Большинство живет по инерции. Работа, дом, телевизор, сон. Завтра все повторяется и так годами, пока не грянет гром. А когда грянет, уже поздно что-то менять, остается только паниковать. Старец знал это, поэтому не питал иллюзий. Он говорил: я предупреждаю, не для того, чтобы спаслись, все не спасутся, большинство не захочет. Я говорю для тех немногих, кто услышит и поймет. Для них и говорю: вы один из этих немногих или из большинства. Проверка простая. Если вы дослушали до этого момента, значит, вы уже не из большинства. Большинство выключило бы давно. Им не интересно, им страшно, они предпочитают не знать. А вы слушаете, значит, готовы знать. Вопрос, готовы ли действовать. Теперь вернемся к конкретике, что именно может произойти 8 марта. Если следовать логике старца в полночь по Москве, что-то случится в финансовой системе, что именно варианты разные. Вариант первый – кибератака на SWIFT, систему международных банковских переводов. SWIFT ежедневно проводит миллионы транзакций на триллионы долларов, и если система упадет хотя бы на сутки, мировая экономика остановится, банки не смогут переводить деньги компании, не смогут платить поставщикам зарплаты. Зависнуть начнется паника. Вариант второй – крах одного из крупнейших банков мира.
как когда-то падение Lehman Brothers в 2008 запустило мировой кризис. Представьте, если рухнет не средний банк, а гигант JP Morgan или Bank of America или Deutsche Bank, эффект домино один за другим, и за неделю половина банковской системы в коллапсе. Вариант третий – суверенный дефолт. Страна объявляет, что не может платить по долгам. Не маленькая страна, а крупная. С долгом в триллионы, например, Италия или Япония. Держатели облигаций в шоке продают все, рынки падают, начинается кризис доверия. Никто никому не верит, все выводят деньги и система рушится. Любой из этих сценариев реален и любой может случиться. 8 марта или не случится. Но тренд очевиден, система. На пределе один толчок и она падает. Дальше второе бедствие, политический коллапс через 48 часов. Значит, примерно 10 марта. В какой стране? Старец сказал, там, где больше всего лжи о демократии, Франция подходит. Протесты не прекращаются. Экономика буксует. Макрон держится с трудом. Если 9 марта французы проснутся и увидят, что их евро ничего не стоит, что банки закрыты, они выйдут на улицы миллионы. Правительство попробует разогнать, но не сможет. Силовики тоже люди, у них тоже семьи. И тоже нет денег, они откажутся стрелять. Правительство рухнет. Германия тоже возможно. Коалиция, слабая оппозиция, сильная экономика, буксует один кризис, и все рассыплется. Италия – классический пример. Там правительства меняются постоянно. Любого толчка достаточно. Возможно, упадет не одна страна, а несколько. Сразу эффект домино в политике, одна падает, за ней другая. К концу недели вся Европа в хаосе. Третье бедствие информационное. Через неделю после второго, значит, примерно 17 марта. К этому времени мир уже в шоке. Экономика рухнула, правительства падают, люди в панике, и начинается информационная война. Дипфейки, фальшивые новости, теории заговоров. Каждый обвиняет каждого. Россия говорит «виноват». Запад. Запад говорит «виновата Россия». Китай молчит и наблюдает. Соцсети переполнены видео, которые невозможно проверить. Президент объявляет чрезвычайное положение или нет. Это президент или дипфейк. Как узнать, официальный сайт не работает. Связь перегружена СМИ. Противоречат друг другу, хаос. Общество расколото, половина верит одному, половина другому. И договориться невозможно, потому что все живут в разных реальностях. Это и есть информационный апокалипсис. Вот полная картина 8 марта. Экономический удар 10 марта. Падение правительства примерно 17 марта. Информационный коллапс. 3 бедствия за короткое время. И главный вопрос – что делать? Первое – сохраняйте спокойствие. Паника. Главный враг. Когда человек паникует, он принимает глупые решения. Второе – готовьтесь заранее. Не ждите 8 марта. Пока все работает. Сделайте разумные запасы наличные на пару недель. Продукты длительного хранения. Вода, лекарства без фанатизма, но с расчетом. Третье. Информация, договоритесь с близкими об альтернативной связи. Если интернет пропадет, как вы свяжетесь? Телефоны могут не работать. Нужен запасной план. Место встречи, сигналы. Четвертое сообщество. Познакомьтесь с соседями в кризис. Выживают не одиночки, а группы взаимопомощи. Пятое – духовная подготовка. Помните, чтобы не произошло это временно. Кризисы проходят, жизнь продолжается, не теряйте веру и человечность. Но есть и другой вопрос. А что, если ничего не случится? Если 8 марта пройдет как обычный день? Тогда старец ошибся или мы его неправильно поняли? Возможно, и то, и другое. Пророчества не всегда буквальны. Иногда они символичны. 3 бедствия могут быть не событиями, а процессами, которые уже идут. Экономика уже трещит, политика уже разлагается, информация уже искажена. Возможно, 8 марта. Просто точка, когда это станет очевидно для всех. Не начало, а осознание или пророчество условное. Если люди изменятся, оно не сбудется, старец предупредил. Люди услышали, кто-то принял меры. Система скорректировалась. Кризис отложен. Пророчество не сбылось, потому что сработало парадокс. Но такое бывает. Зачем тогда вообще предсказывать? Затем, чтобы люди приняли меры и избежали. Если пророчество всегда сбывается, в нем нет смысла предупреждать, можно только о том, что можно изменить.
Лично я не знаю, сбудется это или нет. Не знает никто, кроме времени. Но одно ясно: подготовиться не помешает. Даже если ничего не произойдет, вы ничего не потеряете наличные. Пригодятся продукты, съедятся. Связь с соседями. Полезна, духовная практика укрепляет. А если что-то случится, вы будете готовы. Это называется разумная осторожность. Не паника, не паранойя, а обычный здравый смысл. Старец говорил: мудрость не в том, чтобы предсказать будущее, мудрость в том, чтобы быть готовым к любому будущему, к хорошему и к плохому, и встретить его с ясной головой и спокойным сердцем. Вот и все, что нужно. Теперь вернемся к вопросу, который мы задали в начале. Почему представители спецслужб 3 стран прилетали на Афон зимой 2025 года? Эта история стала известна случайно. Греческий таможенник в порту Уранополис, городке, откуда отходят паромы, на Афон заметил странную активность. В середине января 2026 года за одну неделю на Афон прилетели 3 группы, все 3 на частных вертолетах, все с дипломатическими паспортами, и все направлялись к одному монастырю, тому, где похоронен старец Серафим. Первая группа — американцы. 3 мужчин в костюмах, без лишнего багажа, прилетели, провели на Афоне 6 часов и улетели. Вторая группа — китайцы, 4, короткий визит около 5 часов. 3 группа — русские, 2 провели там около 8 часов. Таможенник знал правила: на Афон пускают только православных. Американцы и китайцы явно не православные, но дипломатический паспорт открывает любые двери. Что они делали на Афоне? Официально паломничество. Неофициально встречались с игуменом монастыря, тем самым, у которого хранится запечатанный конверт. Один из монахов, пожелавший остаться. Анонимным рассказал, они задавали вопросы о пророчестве старца. Хотели узнать подробности. Игумен отказался раскрывать. Они настаивали, предлагали деньги, большие деньги. Но игумен все равно отказал. Сказал: святыня не продается. Они ушли ни с чем. Но сам факт, что 3 страны СШ, а Китай и Россия отправили своих людей на Греческую гору за месяц до предсказанной даты, говорит о многом. Значит, они воспринимают это серьезно, очень серьезно. Иначе зачем тратить ресурсы на такую необычную миссию? У спецслужб есть доступ к информации, которой нет у обычных людей. Аналитика, разведка, инсайды. Если они отнеслись к пророчеству настолько серьезно, что решили проверить лично, значит, есть основания. Что именно они узнали, мы не знаем. Но после этих визитов произошло несколько странных событий. В США, а министр финансов Джанет Йеллен неожиданно собрала срочное совещание с руководителями крупнейших банков. Тема повышения устойчивости финансовой системы к системным рискам. Официальная причина — плановая проверка, но такие встречи просто так не проводят. Особенно в январе в Китае Народный банк начал активно скупать золото рекордными темпами. За 2 недели купили больше, чем за весь прошлый год. Золото — это резерв на случай кризиса. Почему именно сейчас такая спешка? В России Центральный банк провел стресс. Тест банковской системы, моделировали сценарий одновременного оттока вкладов и остановки международных расчетов. Результаты не опубликовали. Но инсайдеры говорят, система выдержит, но с потерями. Все 3 страны готовятся к чему-то. К тому, что предсказал монах, или к чему-то другому. Есть версия, что монах вообще ни при чем. Просто аналитики 3 стран независимо друг от друга пришли к одному выводу: кризис неизбежен и случится скоро. А пророчество монаха – просто совпадение удачное. Совпадение, которое привлекло внимание. Но сама суть не в монахе, а в объективных причинах. Система действительно на грани, это видно. По цифрам долг растет, доверие, падает напряжение, усиливается. Достаточно одной искры, может, это будет 8 марта, может, 15 марта, может, 3 июня. Неважно, когда, важно, что кризис все равно придет. Вопрос только в масштабе и последствиях. Но есть и другая версия, более мрачная. А что если кризис не произойдет сам? Что если его организуют специально по плану, чтобы перезапустить систему? Старая система устарела. Ее нужно разрушить, чтобы построить новую. Но нельзя просто объявить, что старый порядок отменяется.
Люди взбунтуются. Нужен кризис, чтобы люди сами попросили спасения. И тогда можно предложить новый порядок, цифровые валюты, полный контроль, социальные рейтинги. Все ради безопасности. Конечно, ради того, чтобы кризис больше не повторился. По этой версии пророчество монаха – случайная утечка настоящего плана. Кто-то из инсайдеров рассказал монаху, или монах сам понял, читая между строк, или у него действительно был дар. И он почувствовал информацию из коллективного сознания. Как бы там ни было, суть в том, что 8 марта может быть не случайной датой, а заранее назначенным днем, когда запустят процесс. Если это правда, тогда все, что мы обсуждали, подготовка, предосторожность и советы, могут оказаться бессмысленными, план выполнится независимо от наших действий, и мы окажемся лишь фигурами в большой игре. Кукловоды тянут за ниточки. Лично я не очень верю в эту версию. Слишком много переменных, чтобы контролировать весь мир. Он слишком сложный. Никакая группа, даже самая влиятельная, не может просчитать все и управлять всем. Хаос всегда сильнее любого плана. Но даже если версия с планом окажется правдой, наши действия все равно не бессмысленны, потому что любой план работает только тогда, когда люди пассивны. Когда люди начинают действовать, план начинает рушиться. Если достаточно людей откажутся играть по навязанным правилам, игра сорвется, вернемся к старцу, он умер 7 января 2026 года. Похороны прошли на 3-й день, 10 января, скромно, без помпы. Пришли монахи, несколько паломников и местные греки. Игумен отслужил за упокойную службу тела, опустили в землю деревянный крест и камень с надписью «Старец Серафим» от 1932 до 2026 больше ничего. Но уже через неделю после похорон начали происходить странные вещи. Люди, которые приходили к могиле, стали рассказывать о чудесах. Одна женщина из Салоник приехала помолиться. У нее была опухоль, врачи. Говорили, неоперабельная. Она постояла у могилы. Помолилась, уехала. Через месяц контрольное обследование, опухоль уменьшилась. Вдвое врачи, не понимают как. Мужчина из Афин потерял работу, влез в долги. Думал о самоубийстве. Приехал на Афон. Пришел к могиле, стоял 2 часа, плакал, потом вернулся домой. На следующий день позвонили из компании, куда он отправлял резюме полгода назад, и предложили работу с зарплатой. Вдвое больше, чем раньше. Может, случайность, но таких историй уже больше 20. Монахи говорят, старец продолжает помогать даже после смерти. Его молитва сильна, он близок к Богу. Скептики говорят самовнушение. Люди приезжают с верой, и вера их лечит. Эффект плацебо. Я не знаю, кто прав. Но факты есть. Люди исцеляются, жизни меняются совпадений. Слишком много, чтобы считать их случайными. Может, действительно что, то есть, может, святость не миф. Может, существуют люди, которые живут на другом уровне, видят то, чего не видим. Мы и их связь с Высшим не обрывается даже после смерти. Я не настаиваю, каждый решает сам. Но если вы дослушали до этого момента, значит, вам это интересно. Значит, вы открыты, а это уже хорошо. Открытость – первый шаг к пониманию. Теперь последний вопрос. Что делать нам, обычным людям, если пророчество сбудется? Если 8 марта действительно начнется кризис, у нас нет власти, нет огромных денег, нет связей. Мы не можем изменить экономику, политику или информационное пространство. Что мы можем? Ответ простой и одновременно сложный. Мы можем изменить себя, свою реакцию, свой выбор. В любой ситуации, даже самой тяжелой, у человека остается свобода. Выбирать, как реагировать, паниковать или сохранять спокойствие, нападать или помогать врать или говорить правду – этот выбор никто не может забрать. Ни правительство, ни кризис, ни хаос. Старец говорил, спасутся не те, у кого больше ресурсов, а те, у кого чище сердце. Ресурсы заканчиваются, а сердце остается, и в критический момент именно оно решает, кто ты, человек или зверь. Если кризис начнется, будет большой соблазн озвереть, хватать, копить и отталкивать других. Выживает сильнейший, так говорят, но на самом деле выживает умнейший, а ум в том, чтобы понять, одному не выжить, только вместе.
Взаимопомощь сильнее конкуренции. История показывает самые тяжелые кризисы. Переживали те общества, где люди держались друг за друга, где была солидарность, где не каждый сам за себя, а все друг за друга. Вот ключ к выживанию. Так что если 8 марта что-то случится, помните, не поддавайтесь панике. Не верьте каждой новости, проверяйте информацию, ищите факты, не обвиняйте сразу. Помогайте близким, делитесь тем, что есть, не закрывайтесь в квартире, общайтесь с соседями, объединяйтесь вместе легче. И главное, сохраняйте надежду. Кризис – это не конец, это переход. Старое рушится, чтобы появилось новое. Больно, страшно, но так всегда происходит история. Движется вперед. И мы часть этого движения. Старец видел не только кризис, он видел и то, что будет после. И по его словам, тот мир лучше, честнее, справедливее. Но чтобы туда прийти, нужно пройти через огонь, очиститься, избавиться от лишнего, от лжи, жадности и гордыни. Кризис – жестокий учитель, но эффективный. После него люди меняются, становятся мудрее и добрее, или наоборот ожесточаются и деградируют. Все зависит от выбора каждого человека. Вот почему это важно. Мы подошли к концу. Через несколько дней станет ясно, был ли старец прав. 8 марта покажет, если ничего не произойдет, я буду только рад, значит, кризис прошел стороной или отложен. Если что-то начнется, буду готов и надеюсь, вы тоже. В любом случае, эта история научила меня одному: будущее не высечено в камне. Оно пишется каждый день нашими действиями, словами и мыслями. Мы соавторы этой истории, не просто наблюдатели, а участники. И наш голос имеет значение. Может, не для всего мира, но для нашего маленького мира, семьи, друзей, работы. А этот мир тоже важен. И если каждый сделает его немного лучше, общий мир станет лучше. Звучит наивно, возможно. Но альтернатива — цинизм. А цинизм — это яд. Он убивает надежду. Без надежды человек мертв еще при жизни. Поэтому я выбираю верить. Верить в лучшее, готовиться к худшему. И действовать сейчас. Вот мой выбор. А какой ваш? Напишите в комментариях, из какого вы города, какой у вас план на случай кризиса. Готовитесь вы или игнорируете. Мне будет интересно услышать. Ведь мы все в одной лодке, и вместе мы сильнее. Старец Серафим прожил долгую жизнь. 94 года. Он видел войну, голод, гонения. Прошел через трудности века, но сохранил веру. Сохранил любовь и ясность. Его последнее пророчество – это не проклятие, это предупреждение. Он хотел, чтобы мы знали, чтобы подготовились, чтобы не повторили ошибок прошлого. Давайте уважим его. Память, прислушаемся к словам и сделаем все, что можем. Остальное не в наших руках, но то, что в наших руках, уже немало. Спасибо, что дослушали до конца. Это важно. Значит, вам не все равно. Значит, вы думающий человек, а таких немного. Берегите себя, берегите близких. Будьте мудры, сильны и оставайтесь людьми. Что бы ни произошло. И напоследок еще одна деталь, о которой почти никто не знает. За день до смерти старец сказал одному из монахов: «Когда все начнется, не бойтесь, страх парализует и делает человека слабым. Бойтесь только одного – потерять себя, потерять человечность. Если сохраните ее, все остальное приложится, если потеряете никакие деньги. Власти связи не помогут. Вы станете пустыми, а пустота хуже смерти. Помните это. В темноте ищите свет не снаружи, а внутри он есть. У каждого нужно только не забыть о нем. Вот главное послание старца – не пророчество о кризисе, а напоминание о главном, о том, что делает нас людьми. О том, что нельзя отнять, украсть или разрушить о душе, которая вечна и свободна при любых обстоятельствах. Это и есть настоящее спасение. Не от кризиса, а от потери себя. Старец спас сотни людей не чудесами и не пророчествами, а тем, что напоминал им, кто они на самом деле. Чудо не в том, что он видел будущее, чудо в том, что он видел настоящего человека. Под масками, ролями и страхами он видел свет и помогал его разжечь. Возможно, в этом и есть смысл всей истории. Не в датах, кризисах и пророчествах,
а в том, чтобы вспомнить себя, понять, что мы больше, чем тела, деньги и статусы. Мы сознание бессмертное, связанное с чем-то большим, с источником всего, с Богом, с Вселенной. Как угодно назовите. Связь есть, и она никогда не рвется. Даже если мир рухнет, даже если все потеряешь, эта связь остается и держит. Это и есть вера. Не религия и не ритуалы, а глубокое знание, что ты не один, что есть смысл, что есть любовь, что есть надежда, и пока они есть, ты жив, по-настоящему жив. Старец это знал и прожил 94 года в маленькой келье на скале, без комфорта и удобств, но был счастлив. Счастливее многих миллионеров, президентов и звезд, потому что у него была эта связь, и он жил из нее. Вот настоящее богатство, которое невозможно украсть, которое не обесценивается и не рушится во время кризиса. Вот что он оставил нам в наследство. Найдите это богатство внутри себя и живите из него. Все остальное приложится. 8 марта 2026 года, через несколько дней, мир будто затаил дыхание. Кто-то ждет, кто-то сомневается, кто-то вообще не знает об этом. Жизнь идет, как обычно, работа, дом, планы, повседневные дела. Но под поверхностью чувствуется напряжение, словно перед грозой, будто что-то собирается в воздухе тяжелом электрическом и ждет разряда. И вот главный вопрос, когда грянет гром и грянет ли вообще, или это очередная ложная тревога. История знает множество ложных пророчеств. Год 2000, конец света не произошел. 2012 тоже прошел спокойно. Сколько раз объявляли апокалипсис, десятки раз, и каждый раз ничего. Люди привыкли не верить, думают опять страшилки. Но что, если на этот раз все иначе? Что, если именно сейчас пророчество действительно сбудется? Статистика говорит, рано или поздно что-то обязательно происходит. Не может все время вести. Рано или поздно приходит настоящий кризис. Вопрос только, когда и будет ли это именно 8 марта или в другую дату. Лично я думаю, кризис неизбежен. Не обязательно в этот день. Но скоро. Система перегрета, долги огромные, напряжение на пределе. Один толчок и взрыв. Может 8 марта, может позже. Но это случится, и к этому нужно быть готовым. Прежде всего морально, физическая подготовка. Запасы, наличные деньги – это хорошо. Но моральная устойчивость важнее. Понимание, что мир может измениться в один момент, и ты не развалишься, а устоишь. Потому что внутри есть стержень, есть ценности, есть смысл, и они не зависят от внешних обстоятельств. Вот настоящая подготовка. Старец готовил людей не к выживанию, а к жизни, настоящей жизни, которая возможна при любых условиях, в достатке и в бедности в мире и в хаосе, потому что она идет изнутри, а снаружи только декорации. Декорации меняются, а суть остается. И вот мы подошли к финалу этой истории. Что дальше жизнь? 8 марта пройдет спокойно или бурно? Мы увидим, но оно все равно пройдет. Потом будет 9, 10 марта, апрель. Год продолжится, мир продолжится, может изменится, может нет, но продолжится. И мы с вами будем частью этого продолжения. Живыми, думающими, чувствующими людьми, которые делают выбор. Это и привилегия, и ответственность. Мы не можем контролировать все, но можем контролировать себя, свои реакции, свои поступки, свой вклад. И если каждый внесет свою часть в созидание, а не в разрушение, мир станет лучше, несмотря на кризисы и вопреки им, потому что кризисы временные, а человечность вечна, если ее не предать. Старец верил в людей, несмотря ни на что, несмотря на все зло, ложь и подлость, которые видел за 94 года жизни. Он все равно верил. Он говорил в глубине каждого человека. Есть свет, нужно лишь не дать ему погаснуть. Вот что я вынес из этой истории: не страх перед пророчеством, а вера в человека, в его способность пройти через любые испытания и остаться человеком. Это самое главное, важнее любых дат, событий и прогнозов. Человек способен на многое, если захочет, если вспомнит, кто он на самом деле. Спасибо старцу Серафиму за это напоминание. Пусть земля ему будет пухом, или, как говорят верующие, Царствие Небесное. Он заслужил, прожил праведную жизнь, помог тысячам людей, предупредил, миллионы, сделал свое дело.
Теперь наша очередь делать свое каждый на своем месте, в свое время, своим способом. Но делать, а не сидеть сложа руки, не ждать, что кто-то придет и все решит. Не прятаться от реальности, а смотреть ей прямо в глаза и действовать разумно, осознанно, по-человечески. Вот рецепт простой, но работающий, проверенный временем и поколениями. Те, кто следовал ему, выживали, те, кто игнорировал, исчезали. История жестокий учитель, но справедливый, она не прощает глупости, но награждает мудрость. И мы можем выбрать быть мудрыми. Начиная с сегодняшнего дня, с этого момента, выбор за вами. Напишите в комментариях, что вы думаете обо всей этой истории. Верите ли вы в пророчество? Готовитесь ли или считаете все это выдумкой? Мне действительно интересно ваше мнение, потому что истина часто рождается в диалоге. Один человек видит одно, другой другое, а вместе мы видим больше. И это помогает понять, принять, подготовиться или наоборот расслабиться. Если опасность преувеличена, в любом случае обмен мыслями полезен. Делитесь, не держите в себе, говорите, пишите, обсуждайте. Это тоже форма подготовки, моральной подготовки. Когда проговариваешь страхи, они теряют силу. Когда делишься мыслями, они становятся яснее. Когда слышишь других, понимаешь, что не один. Это успокаивает, укрепляет и объединяет. А единство – это сила, самая большая сила у человечества. Когда мы вместе, мы непобедимы. Поэтому так важно говорить, слушать и слышать друг друга, особенно сейчас, когда время непростое. И напоследок подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк, если материал оказался полезным, это помогает алгоритмам показывать видео большему количеству людей. Чем больше людей узнают, тем лучше. Информация – это сила, знание – это защита. Чем больше людей понимают происходящее, тем меньше паники, если что-то случится, потому что паника рождается из незнания. Когда понимаешь ситуацию, легче сохранять спокойствие, легче действовать разумно, легче помогать другим. А помощь – это то, что действительно нужно. Во время кризиса не эгоизм, не жадность, а солидарность и человечность. Старец говорил, в последние времена проявится истинная сущность каждого человека. Кто был человеком, тем и останется. А кто был зверем, озвереет окончательно. Испытания, как лакмусовая бумага, показывают правду. Вот почему кризисы, хоть и неприятные, но полезные. Они очищают, отделяют зерна от плевел настоящих людей, от ненастоящих. Хотите быть среди настоящих, начните прямо сейчас. Не ждите кризиса, не ждите 8 марта. Действуйте уже сегодня маленькими шагами. Помогите соседу, позвоните родителям, скажите спасибо. Кассиру в магазине улыбнитесь, прохожему. Мелочи, да, но из мелочей складывается большое. Если каждый день делать хоть что-то доброе. Через месяц вы станете другим человеком. Через год еще сильнее изменитесь. И мир вокруг тоже изменится. Это работает проверено. Старец так жил всю жизнь, и вокруг него менялись люди, становились лучше, потому что он показывал пример не словами, а своей жизнью. Вот настоящая проповедь, не с трибуны, а своим существованием. Когда люди видят живой пример, они меняются сами без давления, без уговоров. Просто видят и понимают, что можно жить иначе, и начинают пробовать. И у них получается, и дальше запускается цепная реакция. Один вдохновляет второго, второй третьего, и волны добра расходятся по миру. Возможно, в этом и есть ответ. На вопрос, как спастись, не бежать, не прятаться, не накапливать, а излучать свет, быть тем изменением, которое хочешь видеть в мире. Звучит банально, но истина часто проста. Сложность любит ум, а душа любит простоту. Старец говорил просто ясно, без сложных слов. Поэтому его понимали все, и академик, и дворник, потому что он обращался не к разуму, а к сердцу. А сердце у всех одинаковое бьется. Одинаково, чувствует одинаково, любит одинаково. Вот что объединяет людей? Не нации, не религии, не языки, а человеческое сердце, которое хочет любви мира, справедливости, которое хочет жить в мире, без страха, где можно доверять, где есть смысл. Вот чего хочет каждое сердце. И вот что каждое сердце может дать другим.
если откроется, если не закроется от боли, страха и обид. Вот призыв старца: не закрывайте сердца, что бы ни случилось, держите их открытыми. Иногда будет больно, но зато вы будете жить по-настоящему, чувствовать, любить, радоваться, плакать, все по-настоящему, а не существовать в броне, где ничего не трогает. Да, так безопаснее. Но это не жизнь, а просто существование. А нам дана жизнь, и ее нужно прожить до конца, со всеми радостями и трудностями. Вот настоящий путь, путь воина духа, который не боится чувствовать, не боится быть уязвимым, потому что знает, уязвимость – это сила, а не слабость, парадокс. Но это правда. Кто открыт, тот сильнее, кто закрыт, тот хрупок, потому что не гнется и ломается. А кто открыт, тот гнется, но не ломается, выдерживает любые ветры. Старец выдержал весь 20 век, самый жестокий век в истории. Войны, геноциды, репрессии. Он прошел через все и не сломался, потому что оставался гибким, открытым, живым. Вот секрет его долголетия и силы. Не упражнения, не диеты, а открытость самой жизни. Принятие ее такой, какая она есть, без борьбы и сопротивления, с любовью. Даже к тому, что приносит боль, потому что все от Бога, все имеет смысл. Даже если сейчас не понимаешь, потом поймешь, когда духовно вырастешь, когда увидишь всю картину целиком. А пока просто доверяй, иди вперед, и все будет хорошо. Вот вера старца, простая, глубокая и сильная. Она несла его всю жизнь и будет нести после смерти, потому что вера не умирает. Она вечна, как душа, как любовь, как правда. Вечные вещи, на которые можно опереться в любой ситуации. Это якорь во время шторма, это свет во тьме, это дорога домой, когда заблудился. Друзья, мы прошли длинный путь в этой истории от пророчества к анализу, от фактов к размышлениям, от страха к надежде. Я постарался показать вам всю картину со всех сторон, и тревожных, и обнадеживающих, потому что правда всегда многогранна. Она не черно-белая, она состоит из оттенков, и каждый видит свой оттенок, в зависимости от того, откуда смотрит. Я показал свой взгляд, а вы увидите свой, и это нормально. Главное, чтобы мы смотрели, а не прятали голову в песок и не делали вид, что ничего не происходит, потому что происходит мир, меняется быстро, глубоко и непредсказуемо. И нам нужно быть внимательными не в панике, а в готовности. Готовности физической, моральной и духовной. Готовность – это не страх, это спокойная уверенность, что справишься с тем, что придет, потому что внутри есть ресурс, есть сила, есть вера. И этого достаточно. 8 марта наступит через несколько дней. Покажет ли эта дата себя как точка перелома или пройдет тихо? Мы скоро увидим. Но независимо от результата, ценность всей этой истории не в точности пророчества, а в том, что она заставила нас задуматься о жизни, о ценностях, о том, что действительно важно. И это уже победа, потому что осознанность – первый шаг к изменениям к лучшему – для себя и для мира. Спасибо, что были со мной до конца этого рассказа. Спасибо за ваше внимание, за ваше время и за вашу открытость. Это дорогого стоит в мире, где все спешит, где внимание разрывается на сотни задач. Просто сидеть и внимательно слушать час или больше уже подвиг. Вы молодцы, вы ищущие люди, вы неравнодушные, вы живые. И таких, как вы, больше, чем кажется. Просто вы не всегда видите друг друга. Но вы есть, и вас много, и это дает надежду. Что бы ни произошло, человечество выживет, потому что есть вы и миллионы таких же думающих, чувствующих и заботливых людей по всему миру. Вот настоящая сила не армии и не деньги, а люди добрые, мудрые и сильные духом. Тихие герои без фанфар и медалей, которые просто живут правильно, и этим меняют мир по капле, по крупице. И рано или поздно эти капли превращаются в реку, и река смывает старое и приносит новое, чистое, живое, настоящее. Вот будущее, в которое я верю, не апокалипсис, а возрождение, через кризис к обновлению, через боль к исцелению, через тьму к свету. Этот путь всегда был в природе. Ночь сменяется, днем зима, сменяется весной, смерть сменяется рождением, цикл вечный. И мы часть этого цикла, не конец, а переход к следующему витку. И он может быть лучше предыдущего. Если мы сделаем правильный выбор,
каждый здесь и сейчас, начиная с сегодняшнего дня, с этого момента, с этого вдоха. Выбирайте жизнь, выбирайте любовь, выбирайте правду, и все будет хорошо. Верьте, действуйте, живите по-настоящему полной грудью с открытым сердцем. Вот завет старца, вот его последнее слово не о кризисе, а о настоящей жизни вечной, которая не заканчивается никогда, потому что она не в теле, она в духе, а дух бессмертен. Друзья, в завершение еще раз прошу, напишите в комментариях, откуда вы смотрите, из какого города или страны. Давайте увидим, насколько широка наша аудитория, сколько нас думающих людей, разбросанных по миру, но объединенных желанием понять, что происходит, и быть готовыми. Комментарии помогают. Каналу алгоритмы продвигают видео дальше, и больше людей узнают об этом. Это важно. Информация должна распространяться, знание должно быть доступно открыто для всех, потому что будущее касается каждого, и готовиться к нему лучше вместе, а не поодиночке. Вместе мы сильнее, мудрее и устойчивее. Вот почему общение важно, обмен мыслями, опытом, идеями. Вместе мы найдем ответы, которые одному не найти. Вот сила сообщества, вот сила единства. Используем ее во благо себе и другим. И напоследок подпишитесь на канал, если хотите быть в курсе дальнейших событий. Мы будем следить за ситуацией, анализировать и делиться информацией спокойно, без паники, но и без наивности. Говорить честно, как есть: хорошее, хорошо, плохое, плохо, без украшений и без замалчивания, потому что честность сегодня – редкость в информационном пространстве. Многие лгут, кто больше, кто меньше, но лгут. Мы стараемся говорить правду, как понимаем. Иногда можем ошибаться, мы люди, а не боги. Но говорим искренне от сердца и надеемся. Вы это чувствуете искренность, желание помочь, предупредить, поддержать, не запугать и не заработать на страхе, а по-человечески поделиться тем, что знаем и что считаем важным. Вот наша миссия простая, но честная, и мы стараемся выполнять ее как можем. Спасибо, что вы с нами, спасибо за доверие. Это очень много значит. Берегите себя, до новых встреч, и пусть 8 марта пройдет для всех нас спокойно и мирно. А если нет, пусть мы встретим это достойно, по-человечески, со светлой головой и добрым сердцем. Аминь. Да будет так. И напоследок скажу еще одно. Неважно, сбудется пророчество или нет. Важно, что вы услышали эту историю, что задумались, возможно, что-то поменяли в своей жизни. Это главные изменения маленькие, но важные они накапливаются. И однажды оглядываешься назад и не узнаешь себя. Стал другим, лучше, сильнее, мудрее, добрее. Вот настоящее чудо не внешнее, а внутреннее преображение души, путь от страха к любви, от эгоизма к щедрости, от лжи к правде, от тьмы к свету. Это долгий, трудный, но прекрасный путь, потому что с каждым шагом становишься все больше самим собой настоящим, без масок и ролей, тем уникальным человеком, каким задумал тебя Создатель. Вот цель жизни – стать собой полностью, раскрыть весь свет, который внутри, и поделиться им с миром, чтобы другие тоже увидели свой свет и зажгли его. И тогда вся планета засветится изнутри, не от солнца, а от людей, от их душ, сияющих, живых и прекрасных. Вот картина будущего, которую я вижу, будущее человечества светлое, несмотря ни на что, несмотря на кризисы, войны и катастрофы. Через все это к свету неизбежно, потому что свет всегда сильнее тьмы. Так было и так будет. Это закон Вселенной, свет в конце побеждает. Может, не сразу, может, через боль, но побеждает, и мы с вами часть этого света. Носители, проводники, хранители. Вот наша роль высокая, ответственная и благородная. Давайте выполним ее достойно, каждый на своем месте, своими возможностями, но с одной целью – нести свет миру, людям и себе. Вот смысл, вот путь, вот истина. Старец знал это и жил так до последнего дыхания. Его жизнь – урок для нас, как жить по совести, по любви, по правде. Возьмем этот урок, применим в жизни и передадим дальше следующим поколениям, чтобы свет не угасал, чтобы традиция продолжалась, чтобы человечество шло вперед к своему предназначению, высокому, прекрасному, божественному. Вот мечта, вот надежда, вот вера, которая не умрет, пока есть хотя бы один человек, который верит.
А нас многомиллионы по всему миру. Невидимая армия света, тихая, мирная, но непобедимая, потому что ее оружие — любовь, а против любви нет защиты. Она проходит через все, растапливает лед, зажигает огонь и творит чудеса. Вот наше оружие — любовь, используем его щедро, без страха и сомнений, и мир изменится прямо на наших глазах. Уже сейчас, не завтра, а сегодня, с этого момента начинаем любить, светить и жить по-настоящему. Вот ответ на все вопросы. Вот ключ ко всем дверям. Вот путь домой. Любовь — простое слово, но великая истина, вечная сила. Давайте жить любовью, и все остальное приложится без исключения. Проверено тысячами святых и миллионами обычных людей. Работает всегда и везде. Попробуйте и увидите. Сами чудеса станут обычными, радость станет нормой, а мир станет реальностью. Это обещание не мое, а самой жизни. Живите любовью и будьте счастливы, что бы ни происходило вокруг. Счастье внутри, независимое, вечное. Вот сокровище, вот богатство, вот цель. Нашли — радуйтесь, не нашли — ищите, обязательно найдете. Потому что оно ваше по праву рождения, как часть божественного творения. Вы достойны счастья, любви и света. Не сомневайтесь в этом, никогда ни при каких обстоятельствах вы любимы Вселенной Богом жизнью. Помните об этом, когда тяжело, когда больно, когда кажется, что не справиться. Вспомните, вы любимые, и станет легче, светлее и спокойнее. Потому что любовь дает силу безграничную и неисчерпаемую. Черпайте из этого источника щедро. Не бойтесь, что он иссякнет. Он бесконечен, чем больше берешь, тем больше приходит. Прекрасный парадокс любви. Пользуйтесь, им живите, им дышите им, и будете счастливы всегда и везде. Вот секрет старца. Вот его наследие, не пророчество, а любовь безусловная, всепрощающая и спасительная. Берите, применяйте, делитесь, и мир станет лучше, начиная с вас. Вот и все. Простая истина, глубокая мудрость, вечный путь. Идите им смело, радостно и свободно, и пусть любовь всегда будет с вами. Спасибо за внимание, спасибо за ваше время. Спасибо, что вы есть. Берегите себя и близких, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Если считаете этот материал полезным, вместе мы сильнее, вместе справимся с любыми испытаниями, потому что мы люди настоящие, живые и любящие. Всего доброго, до встречи.